Всем привет! И это новый видеоролик на канале. И сегодня речь пойдет о формикариях от компании AntPlanet. И мы разберем минусы и плюсы таких формикариев. Первый — это формикарий мини горный мох. Хотя второе название горный мох именно идет из-за накладки цветной. Данный формикарий был у меня первым, и он хорошо подходит для начинающих. В него можно селить очень большое разнообразие различных видов. В данном случае у меня там сидят месорструктор жнецы. То есть можно селить разные виды жнецов, лазиусов, тетрамориумов, некоторые виды компонотусов, в общем много кого. Из минусов это то, что данный формикарий очень плохо разбирается. Дело в том, что муравьи загаживают его изнутри, а некоторые модели склеены между слоями акрила, поэтому разобрать его очень тяжело. Из-за того, что муравьев много, мне пришлось докупить второй формикарий. Один у меня с накладкой древесный, другой с накладкой горный мох. И один из минусов это то, что отверстие для подключения дополнительных модулей у каждого формикария только с одной стороны. Поэтому второй формикарий мне пришлось перевернуть вверх ногами, чтобы соединить их. На мой взгляд, тоже неудобно. Логичнее и удобнее делать отверстия с двух сторон. Конечно, можно подключить длинную трубку, но это тоже не очень удобно. Также эти формикарии часто приходят с уже, так скажем, расслабленными болтами. Поэтому прежде чем заливать воду и заселять муравьев, нужно хорошенько закрутить болты. Ну и, например, в старом формикарии гипс хорошо износился, что тоже является минусом. Следующий формикарий — это малая живая система. Кто заметил ошибку в названии, пишите в комментариях. Ну и тут просто лично я вообще не понял, что к чему. Как видите, арена огромная, и у нее есть два вот таких вот отверстия. И есть блок ходов, там тоже два отверстия. Вот только непонятно. У арены с одной стороны два отверстия для подключения, а у блока ходов только с одной стороны. То есть получается, что, как видите, сейчас я подключаю трубку к арене, а также ее подключаю к блоку ходов. Но получается, что второе отверстие у арены не соединяется с ходами. Оно держится всего лишь на одной трубке. Из-за того, что арена большая, муравьи ее сильно начинают загаживать. Тут у меня живут крематогастер шмидти. У них, кстати, недавно расплод появился. Поэтому это очень неудобно, что арена огромная, а блок ходов настолько маленький. Также из минусов у данного формикария нету цветной накладки. И, кстати, интересный факт. AntPlanet сняли с продажи данную конструкцию. Почему, неизвестно. Возможно, они сами нашли здесь какие-то минусы. Из-за того, что нет цветной накладки, приходится использовать подручные средства. Ну, собственно, можете решать сами, какой формикарий лучше. Оба они подходят для большого количества разнообразных видов, а так у каждого есть свои минусы. На этом все, всем пока.